Привет, друзья! Берлин готовит новый налоговый маневр, который обещает объединить устаревшие принципы. Слова звучат обнадеживающе: справедливость, прозрачность, даже равенство. Но чем глубже вчитывайся в суть, тем тревожнее выглядит вся конструкция. Как стало известно, в проекте реформы, который уже обсуждается в Бундестаге, скрыт пункт об отмене ключевых налоговых льгот. Первыми под удар попадает средний класс, частные предприниматели, семьи с детьми, владельцы небольших магазинчиков. Все они теряют компенсации и вычеты, которые долгое время были защитой от перегрева системы. Взамен сухая формулировка «унификация подхода», а на практике это означает рост обязательных платежей. Параллельно в том же проекте прописана ликвидация дотационных проектов для регионов, особенно в восточной части страны. Об этом говорится в рабочей версии документа, которую изучали члены двух парламентских комитетов. Но главная интрига: кому выгодно такое перераспределение? Ответ неожиданен. По расчетам, именно традиционные корпорации выигрывают больше всех. Как отмечают экономические обозреватели, вся идея исходит из круга ближайших советников Мерца. Они делают ставку на жесткую бюджетную дисциплину, цифровой учет и автоматическое налоговое поведение. Профсоюзы уже готовят возражения, но их просто не зовут за стол переговоров. А теперь внимание, кого именно заставят платить за чужие реформы? На бумаге в Германии все стабильно, бюджет сверстан, доходы есть, рост умеренный. Но внутри системы реальный плановый дефицит, о котором говорят все чаще. По данным Федеральной аудиторской службы, с начала года объем реальных обязательств вырос, а фактическое финансирование, наоборот, сократилось. Это не просто бухгалтерия, это прямой удар по повседневной жизни. Школы не получают обещанных дотаций, клиники переходят на режим сокращения смен, госинфраструктура реформируется по остаточному принципу. В этот момент появляется проект об отмене компенсационных выплат. Это выплаты, которые сглаживают последствия реформ, например, при изменении налогового статуса. Их собираются либо урезать, либо полностью убрать. Как утверждают эксперты, в министерских группах идет обсуждение новой схемы. Предварительно удержание налога еще до полной отчетности. То есть граждане будут платить, даже не зная, сколько реально должны. Это вызывает паническое недовольство среди даже экономистов. Некоторые называют схему скрытым сбором на дефицит. Смысл прост. Государство берет деньги заранее, а потом решает, сколько оставить. На этом фоне появляется заявление Мерца о новой экономической этике. Он настаивает: дисциплина выше краткосрочных потерь. Но критики уверены, речь идет уже не о дисциплине, а о жесткой бюджетной централизации, где регионы, малый бизнес и граждане становятся донорами федерального центра. Но пока налоги пересчитывают, в медицине начинается передел по-крупному. Система здравоохранения Германии трещит, но не из-за кризиса, а из-за тех, кто решает ее переписать. Речь идет о медицинской реформе, которую продвигает ближайшее окружение Мерца. Как утверждают источники, близкие к Министерству здравоохранения, в основу ложится перераспределение бюджета. Финансирование уходит от муниципальных клиник к частным корпорациям, а это уже не медицина в классическом понимании. Это крупные фармкомпании, страховые холдинги и инвестиционные фонды, чьи цели очевидны. Внутри медицинского сообщества полный раздрай, часть сетей поддерживает реформу, им сулят прямые финансовые потоки и полный контроль над лечением. Муниципальные клиники бьют тревогу, они просто исчезают из уравнения. Закрытия уже начались, особенно в малых городах и сельских округах. На этом фоне Союз врачей Германии направляет экстренное письмо в канцелярию, но, по словам участников совещания, Мерц не торопится вмешиваться. Он сознательно занимает выжидательную позицию, позволяя конфликту естественно перерасти в баланс интересов. То есть, кто выживет, тот и останется. И пока пациенты стоят в очередях, элиты делят контроль над системой, которая для многих вопрос жизни. Но настоящая битва разворачивается не на улицах, не в кабинетах клиник, а на самом верху, там, где решается, какой будет медицина в Германии через 5-10 лет. И вот тут всплывают имена, которые официально не фигурируют в реестрах. Речь идет о закрытой экспертной группе, которая консультирует канцлера напрямую. Среди них бывшие топ-менеджеры частных клиник, представители фармконцернов, цифровые интеграторы медданных и юристы, связанные с регуляторами страхования. Как сообщают источники, именно в этом закрытом кругу рождаются ключевые черновики реформ.
Министерство здравоохранения выступает не как заказчик, а как транслирующий орган. Решения пишутся наверху и спускаются в формате директив. Такой расклад вызывает напряжение даже внутри самого правительства. По данным Шпигель, один из министров на днях отказался подписывать один из пунктов плана и практически сразу был исключен из всех рабочих групп. Публично все спокойно, но на экспертных форумах и в отраслевых кругах всплывают все новые подробности. Кто именно лоббирует переход на частую модель и зачем такая срочность? По цепочке эта модель продвигается как оптимизация. Но медики предупреждают, речь не о повышении качества, а о перехвате контроля над всей системой от финансирования до маршрута каждого пациента. А в это же время в центре страны тихо строят город, про который не знает даже карта. Речь идет о нежилом квартале, не о промышленной зоне и не о новом технопарке. Это нечто совсем иное. Проект под условным названием «Пилотный проект цифрового суверенитета» всплывает ли в закрытых архитектурных форумах и технических обсуждениях. Официально анонсов ноль. Где-то в центре страны началась масштабная подготовка к строительству этого города с экспериментальным правовым режимом. На месте есть охрана, доступ ограничен, съемка запрещена. Местные жители замечают странные фургоны, тяжелую технику и новые заборы. Власти не дают комментариев. Сами подрядчики подписали соглашение о неразглашении информации, а в технической документации, которая утекла в руки журналистов, говорится о создании пилотной зоны с полной цифровизацией. Внимание! Безналичная экономика, биометрические точки доступа, полная автоматизация городских функций. Проект включает и административную модель. Все госуслуги будут представляться онлайн, без физических контактов и без участия классических органов. Что это? Прототип новой Германии или технологический эксперимент, о котором предпочитают не говорить? По данным урбанистов, застройка ведется по модульной системе. Каждый сектор города выполняет отдельную задачу – жилье, контроль, логистика и сбор данных. Официальные СМИ хранят молчание, но сам факт построения такого проекта уже сигнал. Причем не только в архитектурном, но и в политическом смысле. Это не просто новая теория, это новая модель государства. Только вот город будущего – это уже не урбанистика, а новая модель управления всей Германии. Внутри правительства появился термин, который раньше не звучал вслух – управляемое территориальное моделирование. Именно под этим соусом готовится экспериментальный город будущего, о котором не пишут газеты. Как выясняется, его курирует так называемая стратегическая группа развития. Это структура, не имеющая публичного статуса, но напрямую связана с канцелярией канцлера. В нее входят специалисты из мира финансов, IT, урбанистики и киберуправления. По словам одного из консультантов, речь идет о замене избирательной логики на KPI-логику. То есть никакой политики, только алгоритмы. Гражданин как пользователь, чиновник как оператор, а власть – это платформа. Звучит как фантастика, но на практике уже закуплено оборудование, разработаны программные ядра и ведется подготовка персонала. Каждый участок этого города будет под наблюдением, каждый сервис через единый ID. Аналитики сравнивают эту модель с проектами в Саудовской Аравии и Сингапуре. Но главное отличие – Германия делает это внутри действующей демократической системы без обсуждения и голосований. Такой подход вызывает тревогу в муниципалитетах, местные власти не допущены к управлению пилотной зоны, все решения принимаются на уровне группы стратегического протокола, где присутствуют консультанты, кстати, не только из Германии. Это может стать первым шагом к геополитическому редизайну карты Германии, когда столица перестанет быть центром, а появляется сеть управляемых, полностью контролируемых урбан-зон. Все это не в будущем, а уже в процессе реализации. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.